Друзья мои, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня 20 мая, 2023 год, Киев. Ну что, давайте посмотрим, как сегодня живет Киев. Прогуляемся. Сегодня я решил прийти к озеру, поэтому смотрите видео до конца, будет очень интересно. Вот так здесь можно отдохнуть. Я нахожусь возле озера Тельбин. Находится озеро в спальном районе. Вот девочка решила освежиться водой, потому что на улице очень жарко, на солнце плюс 23 градуса. Я бы, конечно, тоже постоял бы сейчас над поливайкой, но дело в том, что я с камерой и боюсь, что она намокнет. Так, у нас суббота, ветер на улице. Можно видеть по флагу Украины, как он развивается и какой сейчас ветер. Но несмотря на это, на улице очень жарко, особенно на солнышке. Вот люди, вижу, уже купаются, поэтому сейчас прогуляемся вдоль берега и посмотрим на всю обстановочку. Вот впереди меня жилые дома. Тут что? Продают кофе, сладкую вату. Можно посидеть, люди, конечно же, выбрали тенечек. Это сегодня очень актуально. Вот, собственно, озеро. И давайте мы прогуляемся. Сразу хочу сказать, как прошла сегодняшняя ночь. А она прошла ужасно. Вот впереди такой большой детский городок с надувным аттракционом. Тут же можно заказать сладкую вату и место для поцелуев. Вот так сделали, очень оригинально. Вижу, влюбленные пары пишут свои имена. Ну и можно вот сфотографироваться. Да, вот так можно в Киеве фотографироваться. Значит, что я хочу сказать насчет этой ночи. Она была страшная. Я думаю, многие жители Киева сегодня не выспались снова. Я проснулся от того, что услышал взрывы, их было много, работало ПВО. В общем, сегодня было очень страшно, я вам скажу. Громыхало по всему городу. Я сегодня позвонил друзьям, спросил, как у них обстановка, слышали ли они взрывы. Ну, в общем, конечно же, все слышали. Вот так вот. Вот такая вот у нас ночь. Очередной обстрел Киева. Слава богу, ПВО сработало у нас хорошо и по крайней мере все более-менее целое. Прочитал в новостях из официальных источников, что осколок ракеты упал на жилой дом в ЖК. Забыл название. В общем, загорелся девятиэтажный дом, точнее его крыша. В ту ночь пожарные приехали, все потушили. Так что не все так хорошо, как вам кажется. Поэтому люди сегодня пришли на пляж, чтобы снять стресс. Потому что сегодня эти люди пережили очередную атаку. Вот так здесь занимаются спортом, бегают. Здесь есть специальная выделенная дорожка. Но я хочу спуститься вот сюда на пляжик и подойти ближе к воде. Знаете, есть люди, которые пишут, глядя на эти кадры, а где же война? Так вот, в очередной раз я вам говорю, что практически все обстрелы в Киеве проходят именно ночью, а днем люди продолжают жить своей жизнью. Не сидеть же дома в четырех стенах, не прятаться. Сейчас нет воздушной тревоги и спокойные люди, как я уже сказал, вышли снять
стресс после этой ночи. Вижу, ребята уже купаются. Кстати, тут есть спасатели, очень хорошо сделано. Следят за тем, чтобы никто не утонул, никто далеко не заплывал. Даже есть спасательная лодка, это очень хорошо. Вот так покажу вам озеро с этого ракурса. Да, красиво. Повезло тем людям, у кого сюда выходят окна. Вот еще мужчина решил скупнуться, потому что на солнышке очень и очень жарко. Хорошее озеро, вы знаете, нравится мне здесь. Я думаю, я приду еще сюда, и мы обязательно снимем видео. Ой, в яму упал. Тут повырывали такие ямы, я под ноги не смотрю и провалился. Это ж надо. Так, ну вот, молодые ребята. Вот девушка решила нырнуть, зайти в воду. Я не знаю, холодная вода или нет. Холодная вода? Да, холодная. Очень. Дуже дуже холодная вода. І мені сказали, что я могу перевірити. Я могу проверить? Нет, проверять я не хочу. Спасибо за предложение. Ну все, девочки все-таки не рискнули забегать далеко, потому что, я думаю, действительно вода холодная. Они так по пояс зашли. Ну, может, сделали там свои дела и вышли. Я думаю, вы понимаете, да, ситуацию, которая может быть. Так. Вот так все выглядит. Ну, а детям больше нравится, им не холодно. А вот здесь тоже девушка решила поплавать. Парень тоже заходит в воду. Напомню, сейчас у нас май месяц в Киеве. И уже вот так первые отдыхающие появляются на пляже. Напомню, неделю назад я гулял в гидропарке. Можете посмотреть там видео, оно очень интересное. Там тоже люди купались. Так, девочка как-то вообще под воду ныряет. Наверное, вообще в кайф. Прибалдела. Спросить у нее. Холодная вода? Вода холодная? Девочка не слышит. Не, я ее не споймаю. Она все, она увлеклась водными этими. Холодная? Теплая? А, мокрая? Я понял, спасибо. Мне подсказали, вода мокрая. Ну, я поверю людям. Так, давайте выйду с этого пляжа. Я знаю, здесь есть еще другой пляж. На этом же озере, с другой стороны. Так, боже, какой сильный ветер, меня просто сносит. Очень сложно идти по песку. А вот спортивные ребята, турники. Да. Это нужно иметь немало сил. Впереди меня тоже спортивная площадка такая современная. Очень хорошо здесь сделано. Озеро мне нравится. Сюда можно приходить, отдыхать, заниматься спортом, прыгать. В общем, место для всех. Также молодые ребята играют в волейбол. Опять же повторю, что все эти люди ночью пережили взрывы. Привет. Вам привет. Люди, видите, не теряют оптимизма.
Еще уже мне так нравится, когда приветствуется в камеру. Так, жизнь продолжается, да. Нужно выходить гулять, заниматься своими делами, потому что война идет уже очень долго, и можно, знаете, сойти с ума, если не отвлекаться на все это. Вот такая красивая современная спортивная площадка и для баскетбола, и там для футбола. Можно поиграть. Красиво все обустроено, кустики, деревья, лавочки. Идеальное место. Здесь вижу тоже дома, люди живут. Относительно новые дома. Поэтому я рад, кто живет в этом районе, им однозначно повезло. Хорошо здесь летом. Вот так все выглядит, травка пострижена. Даже можно здесь гулять в таком виде. Прямо вот под окнами такой пляжик. Ну, замечательно, я считаю. Сейчас я подойду еще к одному пляжу, посмотрим, как там обстоят дела. Потому что давно я здесь не гулял. И мне самому очень интересно. Ощущение здесь классное. Знаете, такая аллейка, похожая как в санаториях. Вот, вот так красиво сделано. Я напомню, это обычный спальный район. Обычно такое место. Но вот так можно здесь хорошо отдохнуть. Так, ну что, давайте пойдем в сторону пляжика. Здесь также есть вот такая церковь. Ну, красиво все. Что я могу сказать? Пишите комментарии, как вам нравится этот райончик или нет. Вот такая церковь здесь, прямо возле жилого дома. Ну, очень красиво все сделано. Ой, не хватало мне такой прогулки. После всего того, что было сегодня ночью. Очень и очень были громкие взрывы. Просто не передать словами. Хочу с этой стороны зайти на пляж. Здесь вот такая красивая плиточка. Все сделано современно. Есть раздевалки. Можно переодеться. Тут тоже такая клумба с цветочками. Ну, вот такой сегодняшний Киев. Майский. Прекрасный. А впереди мне интересно, что же там. Вот написано пляж Тельбин. Вот так вот. Здесь такая спортивная площадочка с тренажерами. Так, ну что, давайте я пройдусь по пляжику. Посмотрим, как здесь люди отдыхают. Хочу обратить внимание, что в Киеве еще не совсем опустился уровень воды в Днепре. Поэтому как я вижу впереди, вот эти ступеньки, они должны быть на суше и вести к воде. Но вы видите, они сейчас полностью затоплены. Это говорит о том, что уровень воды все-таки тут поднялся тоже. Я думаю, через несколько недель, может даже через месяц ситуация улучшится и воды станет меньше. Но в общем посмотрим, как оно будет. Вот люди тоже хотят зайти в воду, но с трудом заходят. Решаются, делать или нет. Но вот, по-моему,
Думают, пока рановато еще. Так. Тут так все перерыли. С этой стороны тоже есть спасатели. Можно не переживать, что с вашим ребенком что-то произойдет. Вот люди играют в волейбол. Спасатели на месте, смотрят все. И тут уже люди купаются. Кстати, посмотрите на этих уточек. Как они здесь спрятались. Сидят на бережку. Как же это мило. И не боятся. Я к ним подошел, они как сидят, так и сидят. Класс. Так, но здесь уже люди профессионально занимаются волейбол. Уже приходят со своими сетками. Можно их растянуть и играть команда на команду. Некоторые люди уже собираются, потому что, наверное, рано пришли. Сегодня целый день хорошая погода. Я решил в 12 часов дня не идти сюда, чтобы не жариться. Но сейчас в самый раз. Собачка. Меня атакуют собаки. Здесь уже людей чуть поменьше, поэтому можно найти место даже в тенечке. Вот тоже люди пришли с собачкой. Привет. Как она встала на ножки. Привет, привет. Моя-то радость. Боже, какая прелесть. Так. Вот такой здесь заходик. Можно купаться с любой стороны озера, в принципе. Давайте еще чуть-чуть пройдемся. Я рад, что люди нашли силы и вышли сегодня отдохнуть. Несмотря на ситуацию, которая у нас сейчас тут. Кто-то загорает, а кто-то сидит в одежде. Кому-то холодно еще. Ну вот. Кто-то еще сидит в курточках. Теплоту все люди ощущают по-разному. Кому-то холодно, кому-то жарко. Но здесь вот такая вот ситуация. Люди раскинулись по всему пляжику. Тоже хороший берег, можно сюда зайти, тут покупаться. Тут, кстати, люди занимаются спортом, бегают вдоль озера. Есть беговая дорожка. Наверное, по вечерам здесь тоже классно. Посмотрите, кто это впереди плавает. Какая красота. В Киеве. Обалдеть. Вот же красивое озеро. Давайте глянем поближе. Природа. Прекрасно. Боже, такой белый-белый. Так хочется его погладить. О, если бы вы чувствовали, как здесь пахнет, просто невероятно. Очень свежий воздух. Такой приятный. Жилой дом.
Впереди висит флаг Украины. Вижу у кого-то на балконе. Тут тоже новостройки. Озеро достаточно большое, поэтому места хватит всем. Думаю, можно сюда смело приходить. Уплыли уточки. Вот они и вышли на берег. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Пишите комментарии. Смотрите другие видео на моем канале. Все выпуски у меня интересные. И вы сами об этом знаете. Вот так. Здесь люди купаются. Есть такой мини-мостик. Можно спуститься. А вот еще две собачки впереди. Давайте подойдем к ним. Все-таки хочется, знаете, мне самому тоже все посмотреть, все увидеть, почувствовать всю атмосферу. Вот такие две хорошенькие собачки. Там уточки плавают. Ну, замечательное место. Что, еще раз всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите комментарии. Я все читаю, мне интересно знать ваше мнение. Берегите себя, будьте счастливы. Всем мирного, спокойного неба. Я вас обнимаю и до скорых встреч. Всем пока-пока.